Украинский фильм Киры Муратовой «Мелодия для шарманки» 2009 года можно охарактеризовать как странный фильм, когда показаны люди в фильме с самого его начала с явными признаками эгоцентризма, идиотизма Осторожно, ты вступила в говно. Ой-ой-ой-ой. и даунизма. Но последнее не относится к синдрому Дауна, а скорее подчеркивает странность поведения людей в фильме. Но хотя за каждым человеком стоит своя печальная история. Будь то беспризорные дети в заброшенном доме на железнодорожной сортировочной станции, которые обворовали сестру с братом. Тебе не понравилось? Это шедевр, Джеймс. Абсолютный, всеобъемлющий. Будь то мажоры, которые воруют продукты в магазине на перегонки. Эй! Георгий Делиев, который играет роль сумасшедшего. Вадим Набоков, который тоже играет роль неадекватного. Татьяна Иванова тоже не отстала. И Наталья Бусько. Господи, ведь это звездный состав. Главный герой – детдомовские дети, сводная сестра с братом, сбежавшие из детдома, когда их хотели разлучить. И на всем своем пути дети конфликтовали с друг с другом, несмотря на то, что находились в тяжелейших условиях, и при этом заботились друг о друге. Цель у них была найти отца во что бы то ни стало, как ту страну, в которой равны все. Безумная мечта брошенных детей. Это дурацкая сказка для убогих. Ты чё, попутал, что ли? Чё ты это фуфло-то разглядываешь? Я по ним английский учу. Нужен ты там кому? А на деле попадались им люди, которые либо зациклены на себе, либо на своих проблемах, или же просто не совсем меняемые. Так. А где чемодан, а? Я тебя для чего здесь поставила? Чтоб ты смотрела, как я играю? Где чемодан? В конце вроде бы находит кого надо в лице Олега Табакова и Ренаты Литвиновой, но и с их состоянием тоже оказывается что-то не так. О, Рената, зря ты не постучала. Таким образом, мелодия для шарманки становится не просто историей о поиске родителей, а глубоким исследованием человеческой природы в условиях абсурда. Персонажи фильма, утомленные в собственном эгоцентризме, отражают реальность, где эмоциональная связь и понимание друг друга становятся редкостью. Каждый из них, несмотря на свои странности и недостатки, представляет собой порой бессознательный протест против окружающего мира, призывая зрителя задаться вопросом, что лежит в основе человеческого поведения. Не вешайте сколько лоха вокруг. Кира Муратова, царство ей небесное, мастерски использует визуальные образы и символику. Знаешь такую песню? Никто нас не разлучит, лишь мать сыра земля. Мальчик-ангелочек. Говоришь так, будто бы я умру. Там, возможно, мой отец, но я не хочу с ней идти по одной улице. Заброшенные места, ржавые рельсы и хищные взгляды людей становятся метафорой разорванных связей и утраченных надежд. Музыка в фильме играет ключевую роль, пронизывая ее атмосферу тревоги и безысходности. Она становится не только фоном, но и самостоятельным героем, придающим эмоциональную глубину происходящему. Финал картины, где надежды на спасение и встречу с отцом оборачиваются новым разочарованием, оставляет зрителя в состоянии размышлений о том, что значит быть человеком в мире, полном абсурда и несправедливости. В этом смысле мелодия для шарманки не просто фильм, а призыв к пониманию и состраданию, поиску светлых моментов даже в самых темных уголках жизни. Ставь лайк, если каледовал. Уже клея нанюхался. Когда понимаешь, что выдумок тут совсем нет.
Нам всем конец! С этой минуты вы лишаете своей чести, и я вас насажу на свой большой холодный дезерт Игл. Нет! Ничего менять не надо! Вы ничего не измените! Это не спасает. Нужно измениться самому. Нищих столько развелось по всей стране. Все стали умные.